почему данные выборы проводить достаточно разумно и почему это, в общем, осмысленный факт. Во-первых, сегодня довольно сложная экономическая ситуация у всех во всем мире. И эта ситуация требует серьезных решений, может быть, каких-то кардинальных решений, опять же, во всех странах. Да? А выборы, они ведь в первую очередь это плебисцит. Да? Это не только набор победивших депутатов, это оценка народом политики и некий мандат на новую политику. В современных условиях такой мандат необходим. И казахское руководство, проведя выборы, оно таким способом этот мандат получит. Во-вторых, получив этот мандат, оно значительно укрепит саму политическую систему, что в условиях непростых очень важно, и что, во-вторых, будет очень важно для реформирования дальнейшего казахского общества и казахской экономики, и казахского государства, о чем, собственно, говорилось в программе предвыборной, да, лидирующей партии. Я не назвал бы ее правящей, потому что Казахстан, как и Россия, президентская республика, ну, скажем так, партии парламентского большинства. Вот. Поэтому данные выборы, они просто являются неким условием дальнейшего развития страны в непростой ситуации. Кроме того, но это, на мой взгляд, не главное, выборы проходят в ситуации стабильной, и мы, в общем, понимаем, что сегодня есть многие, кто хотели бы дестабилизировать ситуацию и в России, и в Казахстане, да и не только в этих странах, как мы. И провести выборы сегодня, это значит не дать возможности для каких-то провокаций, каких-то механизмов дестабилизации. Я, правда, не очень верю, что они сработают, но зачем это проверять? Да? Эксперименты лучше проводить на кошках, чем на людях. Поэтому эти выборы в том числе и поэтому очень нужны и важны. Что же касается того, сколько будет партий, я думаю, сколько бы их ни было, принцип демократический это никак не изменит, и в этом смысле это в любом случае будет положительным действием. Кроме того, есть еще один аспект. Он очень важен в России, не знаю, насколько он важен в Казахстане, но он все равно есть. Это возможность в рамках выборов в каком-то смысле обновить состав. Да? Ни одна политическая система не бывает жизнеспособной, если она периодически не обновляет частично свой состав. Если она полностью обновляет состав, то это приводит к хаосу. Если не обновляет, к застою. И вот выбор – это прекрасный способ найти самое эффективное решение, то есть изменить группы политические в личностном плане частично, и тем самым, сохранив стабильность, придать новый импульс политическому процессу. Усиливать элиты всегда хорошо. Если элиты замкнуты, это никогда не приводит к положительному результату. Да? Понятно, что в сегодняшних условиях, может быть, этот процесс должен быть более интенсивным, потому что новые задачи требуют новых людей. Но я не думаю, что это все-таки главная цель. Не мне это решать наши казахские друзья, потому что, в общем, процесс элитного лифта, он в Казахстане был запущен и вне этих выборов. Он довольно там хорошо работает. Механизм обновления элит в Казахстане работает. То, что он через эти выборы будет работать более масштабно, это правда. Но еще раз повторяю, не думаю, что это главная цель. Главная цель – это все-таки еще более укрепить союз народа и элиты. Потому что чем жестче внешние условия, тем более стабильным и более эффективным должен быть такой союз.